Я считаю, что идет деструкция мышления. Нам навязывают религиозную модель. А то, что модель дарвинистская, она религиозная, это было видно с самого начала. Дарвин просто сделал ряд фактических логических ошибок. Он вдохновился, как селекционеры, в общем-то, выводят породы скота, и он переложил вот этот вот искусственный отбор, так называемый метод, на естественную природу. И сказал, что вот как человек выводит породы новые, там, на сало, на мясо, там, на молоко, вот новые породы, то же самое и Творец. Он, в общем, был верующий человек из англиканской семьи, учился он в Кембридже на пастора и так далее. И он просто сказал, что Творец, он вот так же и заботится, так сказать, о животных, о благе животных. Здесь формальная ошибка. Творец заботится о благе животных, а человек о своем собственном благе, когда он выводит породу скота. На мясо, молоко. Селекционер не спрашивает корову, хочет она, так сказать, быть, кем она хочет быть, о благе. А он буквально пишет вот в этой книжке вот своей, вот очерк 1844 года, это издание 1939 года, наиболее полное советское, даже советская цензура вот здесь не зачеркнула и пропустила вот на 1,5 страницы, где он, так сказать, рассуждает о неком существе, одаренное провидению, прорицательностью на многие века, и оно гораздо лучше человека, понимает запросы организма, и именно это существо уничтожает наименее приспособленных, а наиболее приспособленным отдает свет. Грубо говоря, идет селекция. Вот это существо голову отворачивает тем, кто не приспособлен, и потомки у него, так сказать, отсутствуют со временем. А те, кто приспособлены, наибольшее число потомков имеют, и, в общем-то, они развиваются дальше. Именно оно, вот, имея свой план такой вот, о всем хорошем, так сказать, оно вот управляет процессами эволюции. И вот он пишет дальше, что наша Вселенная управляется Творцом, и рассмотрим, не существуют ли еще какие-либо вторичные способы по экономии природы. То есть все это как экономия природы идет. В общем, это механистическая модель естественного отбора, ничего общего с настоящими как бы процессами, которые в природе происходят, не имеет. Оно просто волюнтаристское. И все эти институты, все эти, так сказать, гранты, огромная, так сказать, сверху надстройка, она выстроена на религиозном фундаменте. Фактически это... Потом ему, конечно, указали, что не должно, так сказать, в научных трудах писать о Творце и прочее. Он заменил это с термином «природа». Естественный отбор с большой буквы тоже. И вот уже в этой книге он пишет о естественном отборе, о природе и так далее и тому подобное. И что он, эта природа, заботится о благе существ, и она уже убивает неприспособленных, а наиболее приспособленным дает свет в жизни и оставляет наибольшее число потомков. Англикане очень хорошо это восприняли. Например, в англиканских церквях это было, например, в конце XIX века просто советовали читайте Дарвина, прямо на проповедях. С 60-х годов, по-моему, Папа Пий XII, если не ошибаюсь, он принял, вот энциклика католической церкви, она приняла теорию эволюции, в общем-то, в отличие от православных. Современный папа тоже в очередной раз сказал, что Дарвин прав, значит, человек тело получил от животных, от обезьяны, а, так сказать, душу от Творца. Я считаю, что дарвинизм – это ересь в рамках религиозной концепции. То есть у них между дарвинистами и креационистами идет межконфессиональный спор. Это действительно новая еретическая такая секта, дарвинизм. Но к науке она никакого отношения не имеет, потому что она не абстрагируется от этих формально-логических догм религиозных и не переходит на рассмотрение конкретики, а тасует факты и именно подгоняет под свою теорию. И это делается на всех этажах, на уровне молекулярной генетики, на уровне там, популяционной изменчивости, на уровне там, т.д. То есть выстроена огромная система, огромный синклит, который вот этим занимается. Это новая идеология. Это идеология западноевропейского христианства, и она нас приводит в тупик. Мы помним еще крестовые походы, но не мы лично, а, в общем-то, так сказать, и тогда тоже оправдывали эти жертвы, говорили, что Бог желает, а они же, так сказать, неверны, но они не говорили неверно, они говорили, так сказать, они просто от Бога далеки, поэтому их надо уничтожать. Они не а о нас заботится наш Бог христианский. Поэтому примерно то же самое происходит сейчас. Те, кто, значит, не с нами, тот против нас. Поэтому их надо уничтожать всеми способами. И Бог это, так сказать, одобряет. Ну и вспомним Гитлера и Гиммлера, которых на пряжке у нацистов было написано «С нами Бог».
социал-дарвинизм в чистом виде. И концлагеря, вот Гиммлер же сам был, так сказать, селекционер по домашней птице. И он просто переложил вот опыт выведения новых пород птицы вот на людей, на сообщество. И вот эти концлагеря, уничтожение неприспособленных насильственным путем сгоняния и выведение новой арийской расы. И вот как раз они этим и занимались. Были созданы специальные такие родильные дома, вот со всей Европы собирались там девочки, и, в общем-то, 2 миллиона было вывезено, и фактически их просто как, ну, не суррогатные матери, а просто как матерей их использовали, и каждый эсэсовец должен зачать 10 детей от такой. И их потом помещали в специальные учреждения и так далее и тому подобное. То есть была выстроена такая система. Фактически это, конечно, человеконенавистническая система, и вот то, что сейчас происходит в современном мире, это, в общем-то, прямое следствие вот этих взглядов. Потому что правящие миром, они просто берут на себя ответственность, что они как бы вот посланцы, помазанники Бога. И они считают, что они вправе уничтожать неприспособленных какие-то там. Ну, сейчас не говорят о высших и низших расах, но, по крайней мере, говорят о всяких народах, которые там не хотят на путь прогресса встать, демократии. Ну, фразеология изменилась, а методы остались те же.